Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. И сегодня у нас будут слепые затесты ароматов, которые мне прислала Даша Aroma Life или Aroma Leaf. Буду всегда говорить теперь два варианта. Я поносила эти ароматы. Это будет не первый слепой затест, не первый затест точнее, но слепой. Так, и будет сюрприз. Даша мне вот так вот еще упаковала два от Леванта, и написано «Открывать только после слепого затеста». Сюрприз. Вот их я буду пробовать прямо на ваших глазах. Так, и начнем с номера 1. Ищу бумажку, потому что я записывала все впечатления, но надеюсь, что я вспомню. Так, номер 1. А я уже помню, что там. Там ут. Тут ут, что-то фруктовое и роза. Аромат сладкий, а что-то амбровое там при раскрытии появляется. И еще я буду вам говорить, что бы я носила, а что бы я не смогла носить. Даша, кстати, делала так же. Если интересно, переходите на Дашин канал. Там будут затесты в основном парфюмов из моего видео, статусные парфюмы, статусный шлейф, но будут и другие. И один меня очень удивил Дашиным отзывом, прям поразил в самое сердце. Так вот, есть тут чуть-чуть такой ноты древесной. Сама Даша называет эту ноту, ну, если она ее имеет в виду, полироль для мебели. Вот мне кажется, она здесь есть. И есть ут, конечно. И знаете, я буду предполагать, но я никогда этот парфюм не пробовала. Я буду предполагать, исходя из Дашиного отзыва. Мы еще заодно проверим, да, насколько вот эти описания мы можем на самом деле угадывать. Ну, тут еще надо сказать, да, насколько я хороший разгадыватель, да. Но интересно. Мне кажется, что я угадала. И мне кажется, что это что-то из Avon. Из Avon нишевая линейка есть, но не та, в которой есть Iris Fetish, а другая линейка. И он называется Oud. Там прямо в названии есть Oud. Но, еще раз повторяю, это не та, которая вот там 5 ароматов, по-моему, магнолия, роз, какие-то пачули розовые. Нет, это другой. Я не помню название. Помню, что там был ут. В общем, я уверена, что это он, практически, эйвоновский. Так, number two. Видите, как я ловко перешла на английский. Очень рада, что я поносила этот аромат, а не стала сразу делать затест. В общем, стартует он такой какой-то травянистой нотой, даже можно сказать лекарственной, вот что-то напоминающее валерьяну или корвалол, вот что-то такое в нем есть на старте. Но на коже он открывается розой. И вот эти ноты, они уже мне напоминают не о чем-то лекарственном, а они мне начинают напоминать как будто стебель розы. Что-то такое появляется зеленое, как будто бы это роза, но она вот со всей этой зеленью своей, с лепесточками, с листочками, со стеблем. И она такая становится нежная, такая зеленая роза. Ну, как будто бы там есть еще какой-то вид роз, может быть, бордовый. И, друзья, у меня есть, опять же, предположение, которое основано на одном затесте этого парфюма и, опять же, на том, что я слышала от Даши. Мне кажется, что это жемчужины Лалик. Я их пробовала всего один раз на блотере. Я не дождалась раскрытия. Но мне кажется, что это они. Так. Третий.
Третий. Так. Вспомнила. Вспомнила. Я его тоже, конечно, носила на себе. Пряный парфюм. Ванильный. И у меня ощущение, что здесь есть лавровый лист. Я вот так вот слышу, либо лавровый лист, либо ветивер слышу. И мне кажется, опять же, что это лалик. Какой-то такой есть парфюм, знаете, такой квадратненький у лалик и с кисточкой. Я его пробовала тоже, опять же, один раз всего, и просто опираюсь на то, что рассказывала Даша про лалик. Вы знаете, он очень интересный, но я бы не смогла его носить, если вот жемчужный лалик я бы смогла носить. Он даже для меня какой-то аромат чистоты, наверное, вот жемчужины, свежести. А вот этот вот, так как здесь есть вот эта нота лаврового листа, или если это все-таки не лалик, то так может и ветивер для меня звучать. И мне обычно это напоминает о какой-то еде. Причем как бы вот эту приправу, да, лавровый лист, ну ее же в пельмени бросают, в мясо, куда там еще какие-то такие мясные блюда, куриные, я не знаю. И мне вот ассоциация такая прямая идет с едой. Если я пахну этим парфюмом, у меня будет ощущение, что я где-то сидела, где готовят еду. Скорее всего, варят пельмени. Почему-то у меня такая ассоциация. И от меня так пахнет. Но при этом еще сладко, потому что там же что-то сладкое готовили. Я не очень, не очень у меня ассоциации возникают в связи с этим. Ну, ничего плохого, но просто ощущение, что я пахну едой. Вот. Не знаю. Вот так вот. И вообще думаю, не несу, может, сейчас какую-то чушь. Какую-то чушь. Вообще, это не лалик, и я все придумала. Так, четвертый. Номер 4. Я, конечно, пущу здесь где-нибудь названия и флаконы того, о чем я говорю. Ой, вот этот аромат четвертый, он мне кажется очень химическим, синтетическим, какой-то вот отдушкой чего-то. Причем как будто отдушкой чего-то синтетического. Знаете, есть такие стирательные резинки, у меня такая была в детстве, с отдушкой. И мне очень нравилось в детстве, когда стирательная резинка так пахнет. Но парфюм такой во взрослом возрасте мне не очень хочется. По ощущениям это что-то фруктовое. Что-то фруктовое. Но опять же, фруктовое не натурально, может ягодное. Может какой-то апельсиновый цвет тут есть. И он на мне особо не раскрывался и особо не менялся. Он просто вот так вот сначала очень ярко звучал, а потом затих и все. Сладко, синтетически, фруктово-ягодно как-то. Как-то вот так. Ничего сказать больше не могу. Так, 5 номер. 5 номер. 5. Мне кажется, я вот прям сразу скажу, мне кажется, что это что-то из «Новой зари». Что-то такое землянисто-подвальное, наверное, пачуливое, которое слегка одеколонит. Вот какая-то база очень знакомая, очень похожая на «Новую зарю».
Вот, для меня это такой, мне кажется, я когда-то в прошлом, очень-очень давно, этот аромат от кого-то ощущала. Возможно, от какой-нибудь своей учительницы. Не знаю, ну вот пачули, и я не знаю, что еще. Может, тут какой-то цветок есть, но я не знаю какой. В общем, этот аромат я бы не смогла носить на себе. Нет, ну вряд ли я бы. Я его тестировала на руке, носила, но я не скажу, что он меня как-то вот чем-то прям, знаете, бывает такое, что ты вот чувствуя этот аромат, думаешь, нет, нет, господи, ужас, ужас, нет, тут вот такого нет. Но я бы не хотела таким ароматом пахнуть. Он такой очень-очень грустный аромат. Не знаю, какая-то земля. И вот поэтому мне и кажется, что это что-то из «Новой зари». Там есть такой аромат, который называется какие-то пачули, волшебные пачули. Мне почему-то казалось, что волшебное — это что-то должно быть такое, как такая волшебная пыльца. Там радуга, и единороги, розовые слоны и такая волшебная пыльца. Вот это волшебные пачули. А тут что-то такая земля такая, знаете, такой землей в тебя. Так, так, у меня микрофон пишет, интересно. 6 номер. Давай, родной, давай. Не помню совершенно. Буквально вчера его на себе носила. Вообще не помню. Что-то вообще неопознаваемое. Я вообще не могу понять, что это. Цитрусы. Так, друзья, я нанесу на себя. Я помню, что были парфюмы, которые вот абсолютно никак не звучали на блотере, но на коже они как-то открывались. Хочется, знаете, сейчас сказать, давайте следующее, а к этому потом вернемся. Но нет, я сейчас... И я, причем уже вот этот 6 номер не записывала. Я такая думаю, я это уже запомню. Что-то такое мыльное. Мыльное, мыльное, мыльное. Я не знаю, что это. Вообще не могу это описать. Ну, как будто правда. Я даже не помню, что у меня были такие ощущения, когда я его носила. Как будто правда, вот я помыла руки, и вот остался этот аромат. Я не знаю, что это. Не могу больше ничего сказать. Как, ну, мыло, наверное, мыло какое-то цветочное, фруктовое. Все, ничего не могу сказать. Мыло цветочное, фруктовое. Нет. Вот 7 я запомнила. Брызну уж так, раз все брызгала. Но я ее запомнила хорошо, потому что 7
когда я ее нанесла на блотер, и я думаю, боже мой, что это я вообще это точно не смогу носить, что-то это вообще неудобоваримое. Но она раскрылась, и это стало очень похоже на Нарцисса Родригес Фохё черненький квадратик. И я подумала, что, наверное, это Сара Джессика Паркер, по-моему, Лавли называется этот парфюм, такой как капелька у него флакон. Потому что я читала когда-то в отзывах, что очень похож Лавли на Фохё Нарцисса Родригес. Но стартует он абсолютно по-другому. Он стартует какой-то нотой, которая меня прямо оттолкнула. Возможно, это лаванда, потому что эта нота показалась мне прям какой-то вот такой, знаете, вот эти шарики от моли напомнила. Ну, что-то вот такое мне напомнило сначала, и я поэтому грешу, что это лаванда. А что я это грешу? Лаванда грешит таким вот. Но эта нота уходит. Она уже на блотере, я помню, ушла, и на коже она уходит, и вот остается очень похожий аромат, но, конечно, отличающийся. Я не скажу, что это прямо клон, но очень-очень похож. Апельсиновый цвет, вот когда вот уходит эта нота, лаванды, наверное, не знаю чего, остается вот этот самый, то, что я называю, да, апельсиновый цвет. Я не чувствую мускус, как я не чувствую его и в Родригесе. Фохё, не чувствую там мускус. А у меня ощущение вот такого цветущего апельсинового дерева, вот с какой-то зеленью, вот с этими цветами. Но здесь вот остается эта нота лаванды или чего, я не знаю. И какая-то вот и есть и в Фохё, и здесь такая, как будто какая-то масло вот этого апельсинового дерева. Но очень густой аромат. Причем к базе он прям густой-густой, прям обволакивающий, окутывающий. Ну вот это вот тот самый родриговский мускус, который я не чувствую как мускус, а чувствую как какое-то облачко аромата. Не знаю, что я тут уж наговорила. Так, друзья, и теперь самое интересное, чего я ждала очень долго, это открытие вот этих вот двух парфюмов. Интересно, подождите, открыть только после слепого затеста. Значит, наверное, я могу уже прочитать вот эти вот, что вот это вот все было, или надо потом? Прочитаю сейчас. Друзья, хочу еще сказать, напомнить, что это оправдание сейчас будет, что у меня, как и у Даши, не было цели именно угадать ароматы. Хоть я это и пыталась сделать, просто потому что, скорее всего, этих ароматов у меня нет. Ну, скорее всего. Я отправляла Даше те, которых у нее точно нет. Я знала, что она вряд ли их сможет угадать. И поэтому такой цели не ставила. Не знаю, ставила ли Даша мне такую цель. Так, я начала с семерки. Не, давайте с однерки. Я прям переживаю. Давайте. Тыринц. Так, разрезай по линиям. Да, первый аромат – это Ракхпа Латафа. Тадамс! Это тот, который я сказала Ут, и это что-то из Avon, и я прям вообще была уверена, что это он. Ну ладно, но все равно восточное. Так, number two. Я помню, я перешла там на английский. Та-дам!
это Лалик, это жемчужина, да, я была права, да, я была права, да. Я внимательно слушала Дашу, да, Даша, поставь там мне 5 в журнал, если ты ставишь, ставь, пожалуйста, среди журналов, поставь мне 5, я хочу 5. Я угадала. Так, так, я надеюсь, никто не оглох сейчас. Number 3. Я уже прям пошла в азарт. Блин, я даже так не сделала, это прикольно так распаковывать. Вот это номер. Бракар Once Upon a Time. А я сказала, что это Лалик, да? Ну ладно. Ну ладно. Так, 4. 4. Кто же ты? И фреше со эликсир пепл. Это тот, который мне невнятный, такой сладкий и синтетический показался. Отдушкой для чего-то. Я, кстати, его пробовала 1 раз. Ну вот так вот. 1 раз всего. Мне понравился из эликсиров больше такой медовый, там, желтый он, что ли. Ну, знаете ли, может, сейчас бы я тоже сказала, что что-то не то с ним. Интересненько. Так, номер 5. Ну, почти. Новая заря Magic Night. Да, не волшебные пачули, но новая заря. Базу я узнала. У меня просто есть новая заря, поэтому их базу я знаю. Номер 6. Номер 6. Неописуемая поэма Ланком. Не могла ее вообще никак описать. Мне даже прямо сейчас интересно. Я даже посмотрю, что я там описывала. Мне очень сложно было ее описать. Спасибо, Даша. Так, и номер 7. Да. Это Сара Джессика Паркер Лавли. Да. Друзья, правда похоже. Правда, но не совсем. И последние 2 экземпляра. Блин, как круто. Слушайте, это так весело. Даша, поставь мне 2 5. И за новую зарю я требую хотя бы 4. Так. А почему после? Я не понимаю, почему надо было после. Тут, друзья, тут So Elixir Bois Sensuel и So Elixir. Это, наверное, потому что у нас же был тут, да, какой-то эликсир. Вот, So Elixir Purple был. Даша думала, что я свяжу, наверное, эти ароматы. А может, это вообще не к слепым затыкам? Ну, ладно, друзья. Если уж с вами открыла. Наверное, Даша думала, что если я их попробую, то я узнаю этот So Elixir Purple. Даша, не. Я даже So Elixir Purple пробовала и не узнала. Вот это вот желтенький. Вот здесь есть медовость. Ну, кстати, он мне тоже, я поняла, да, он мне тоже кажется какой-то отдушкой. Теперь, когда вот я
но медовой отдушкой. Может, просто медовые отдушки мне больше нравятся? Мне вообще медовость очень нравится в ароматах. Так, и эликсир Bois Sensuel. Давай. Ну, кстати, они, правда, похожи, вот эти эликсиры, вот эти два. Но для меня они теперь похожи вот тем, что напоминают какую-то отдушку. А вот этот какой-то совсем другой. Вообще другой вот этот. Я его не могу даже описать. Прям отличается от этих двух предыдущих эликсиров. В общем, друзья, ну вот такой получился затест. Ой, затест, говорю, слепой затест, все я правильно говорю. Мне было очень хорошо, Даша, с с этим квестом. Очень круто ты все придумала. Ставь мне 5. Друзья, переходите к Даше на канал, смотрите видео ее слепых затестов моих парфюмов. Даша практически все описала, наверное, может быть, и все описала правильно. Единственный парфюм, который меня прям очень удивил в ее описании, это Космогония Бракар Sunlight. Аромат Sunlight. Очень меня поразил. Вот, но я думаю, Даша, тебя тоже поразил, наверное, Soy Elixir Purple, моя реакция. Ну, бывает такое. В общем, прям хочется говорить Дашиными словами. Теперь я прям вселилась в этот дух Даши в меня. Даша всегда говорит в конце видео, что я надеюсь, что вам было хорошо со мной, мне с вами было хорошо. Как-то так. Вот. Но я скажу, как я говорю обычно, сухо, по делу. Друзья, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте палец вверх. Всех целую, обнимаю. Всем пока.